Приветствую вас снова на своем канале. Сегодня у нас очередной пылесос Samsung, модель SC4326. Заявленная неисправность клиента, запах гари. Давайте включим и проверим. Один раз попробовал запуститься и молчок. Будем разбирать и смотреть, в чем причина. Снимаем бачок. Вот так вот он хлипко у нас держится. Входной фильтр. Нижний у нас забит. Будем проколачивать и промывать. Хотя лучше его заменить. Все-таки есть следы строительной пыли. Задний фильтр. Строительная пыль присутствует. Винты 1, 2, 3, 4. И под ручкой 5. Винты под крест. Открывается просто. Откручиваем 5 винтов и приподнимаем крышку. Внутри также строительная пыль. Камера насоса. Тоже 2 винта. Кнопка. И поднимаем насос, расправляем провода. И чтобы достать двигатель, надо открутить еще 2 винта. Достаем двигатель. И производим осмотр. Да, коллектор у нас подгорелый. Убираем все это в сторонку. Потом будем это все мыть. И посмотрим, что у нас двигатель. 4 Ом показывает. Давайте проверим во время вращения, не пропадает ли сопротивление обмоток. Запах гари, который чувствуется после включения пылесоса, появляется из-за горения щеток в месте соприкосновения с ламелями якоря во время вращения. Сопротивление между соседними обмотками ротора составляет около 4 Ом. И при пропадании сопротивления, а точнее при обрывах и замыканиях обмоток при вращении ротора, происходят большие перепады тока через обмотки. Плюс ЭДС-индукции в катушках статора, которая увеличивает напряжение еще больше в момент обрыва. И щетки начинают в буквальном смысле гореть. Иногда можно восстановить обрыв обмоток в якоре и статоре. Для этого мы подключаем мультиметр к обмоткам и проверяем наличие сопротивления каждой обмотки. Замыкание обмоток можно проверить измерением индуктивности обмоток. Снимаем щетки. Вот видно на примере одной. При горении щетки края у них обычно обламываются. Вот то же самое и на второй щетке. Якоря в базе разборок у нас нет, к сожалению. Так что будем менять весь двигатель. Смотрим модель VCM K40HU. Мощность двигателя не нашли. Можно узнать в справочных данных или посмотреть по мощности номинальной пылесоса. 1400-1600. Нашли новый похожий двигатель. Модель VCM-K40
К50HUU 1550 Вт. То есть номинал, модель немного другая, но визуально они идентичны. Будем менять. Требования к пылесосу, лишь бы, я считаю, лишь бы после замены двигателя не падала мощность, поэтому такой двигатель нам вполне подойдет. Помыли как могли пластиковые детали и собираем все в обратном порядке. Устанавливаем двигатель на направляющее внизу корпуса насоса. И сверху закрываем крышкой. Все, насос готов. Вот тут у нас выпал уплотнитель, который осуществляет герметизацию подсоединения насоса с корпусом. Все, и устанавливаем насос на пылесос. Все должно стыковаться без дополнительных усилий. Закручиваем. Подсоединяем двигатель. Устанавливаем кнопку на свое прежнее место. Заправляем провода в зажимы для проводов на корпусе пылесоса, чтобы они у нас не мешались. И крышка. Тоже все должно упасть при правильном подсоединении. И давайте, пока не закручиваем, проверим у нас работу. Так, шнур у нас заправляется. Включаем сеть. Двигатель у нас тоже работает. Закручиваем винты. Все, проколотим, промоем фильтр. Хотя считаю лучше фильтра менять, поскольку там происходит размножение бактерий. И потом при следующей эксплуатации пылесоса эти бактерии, размножившиеся, разлетаются по всей квартире. Бачок. Тоже установлено место. А вот HEPA-фильтр, которому высокие требования, который предотвращает попадание в воздух всех оставшихся после фильтрации предварительных частиц, включая очень мелкие микрочастицы. Его уже точно нужно менять. Он у нас не чистится, не выколачивается, поэтому при определенном времени эксплуатации задний фильтр подлежит замене. Проверяем приблизительно на мощность всасывания. Должен немножко пылесос приподниматься. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего, до новых встреч.